Я вас люблю, Александр Сергеевич Пушкин. Я вас люблю, любовь Иисус быть может. Удушье мой угасло не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас люблю безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью, то мин. Я вас люблю так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Я вас люблю. Намасте. Здравствуйте. Меня зовут Аканша Гай. Я учусь в университете имени Джавахарлала Неру. Я учу на втором курсе. Это российская военная система Бородино. Скажи-ка, дядя, вес недаром, Москва испаленная пожаром. Французу отдана. Вес били же скачки боевые, да, говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Мы долго молча оступали, досадно воя ждали. Ворчали старики, что же мы на зимние квартиры не смеют, что ли, командиры? Спасибо. Я подрастаю тоже, любить никого не стану. Мальвина Матрасова. Мама не любит папу. Папа не любит маму. Я подрастаю тоже, любить никого не стану. Ночью опять ругались, думали, я не слышу. Ветки в окно стучались, дождик стучал по крыше. Мне было очень страшно, я понемногу плакал. Не помогала даже плюшевая собака. Как-то уснул, приснилось, что у нас все нормально. Мама опять влюбилась в папу, а папа в маму. Мы с сестрами гуляли, стекли дождь вечер. Мамочка обнимала папу, смеялись дети и щебетали птицы. Лето, июль в разгаре. Мне это только снится. Утро в осенних море. Мама звенит посудой, кажется, скоро завтрак. Снова не вышло чудо. Может ведь весь завтра. Папа придет с работы. Вкусно пахнет морозом. Он принесет мне тортик. Маме подарит розы. Мама наденет платье, ногти накрасит лаком. Сядем за стол, захватим плюшевую собаку. Будем есть торт, петь песни. Будет совсем не страшно. Нужно петь песни вместе. Это предельно важно. Нужно смеяться громче и обниматься чаще, чтоб сыновьям и дочкам не было ночью страшно. Чтобы под одеялом крепко прижав собаку, дети бы понимали, что им не нужно плакать. Чтоб не услышать фразу детскими голосами. Я подрасту тоже, любить никого не стану. Спасибо. Дождь в лицо и ключицы, и над мачтами гром. Ты со мной приключился, словно шторм за кораблем. То ли будет другое, я и знать не хочу, разбьюсь ли я горы, или встать облечу. Мне страшно и весело, как тому кораблю. Не жалею, что встретила, не блюсь, что люблю. Para moj drug, para, para moj drug, para, para moj drug, para, para moj drug, para, Papoya se prosit, lăcează na medni, para moj sunt, para, para moj sunt, para, para moj sunt, para, para moj sunt, para, Papoya se
азят намедни, para мой сант, para, para мой друг, para мой сэр, para мой сэр, para. И каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем, предполагаем жить. Как раз умрем. На свете счастья нет. Но есть покой и более. Давно завидно мечтается мне доля. Давно устал и раф. Да мысли я поверю, обидел данью трудов. Естественно, para мой друг, para, para мой друг, para мой сант, para мой сант, para, покоя сердце просит, летя за нами дни, para мой сант, para, para мой друг, para мой сант, para мой сант, para. Пора, мой друг, пора. Александр Сергеевич. Пора, мой друг, пора. Покой сердце просит. Летят за днями дни. И каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить и гулять. Как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидна мечтается мне доля. Давно стали раб, за мысль я повек в обителданию трудов и честных нег. Я вас любил. Любовь еще быть может. В дружбе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, до ровностью, до ревностью томию. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый муж, другим. Здравствуйте, меня зовут Зиншон, и я учусь в университете имени Джавахарлала Нehru, и сегодня я прочитаю стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый некой взоре, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе могла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачнее желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче подличи в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ел сквозь ини зеленеет, и речка подол ладом блестит. Вся комната интанным плеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велечлив санки кобылку бурью запречь. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу. Нетерпеливого коня и навистим поля пустые. Лиса недавно столь густые, и берег милый для меня. Спасибо. Здравствуйте! Сейчас я прочитаю вам
Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, какие чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бур порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулась тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Спасибо. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над реку. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню завозила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Вот и песенка девичья, и летит за ясным солнцем след. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Thank you. Катюша, на
Меня зовут Элиш. Я изучаю русский язык. Я учусь в университете имени Jawaharlal Nehru в Центре русских исследований на втором курсе. Вот моя песня. Эта песня называется «Вес тебя». Мой Господь, я нуждаюсь в совете, мудром, добром совете Твоем. Я хочу выбирать в Твоем свете всю свою ночью и сон не сканьем. Если принять решение скажешь, без Тебя выбирать не решусь. Знаю, если Ты мне не подскажешь, то скорее всего ошибнусь. Без Тебя нет на плечу победы, и труды мои только чита. А с Тобой вижу вечное на небо, ступая земли суета. Без Тебя нет на плечу победы, и труды мои только чита. А с Тобой вижу вечное на небо, ступая земли суета. Спасибо. Розцвітали яблуні груші, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заложила, про темного февраля, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Калинка, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лечи за ясным солнцем след. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девочку простую, пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Калинка, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя. На солнечной поляночке дугою выгнулся парнишка, талюночки играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводить какие-то лушалки красивые дары. Играй, играй, рассказывай, таляночка сама о том, как черноглазая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, таляночка сама о том, как черноглазая свела с ума. Тогда на берегу грустную парнишка укачал ночную темную звездную сердце предложи. По
точила, гордя, видна с ним, когда выносся с арченом, когда поговорим. Играй, играй, рассказывай, Толяночка, сама о том, как черноголязая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, Толяночка, сама о том, как черноголязая свела с ума. Здравствуйте, меня зовут Асис Кумар Мисра. Я учусь в Центре русских исследований университет Jawaharlal Nehru на 3-м курсе. Теперь перед вами песня «Играй, играй». На солнечной поляночке дугою вигну пропарниска на тальяночке играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полусалкие красивые дари. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума. Когда на битву грозную парниска уходило ночью темной звездною, сердце предложи. В ответ девчина гордая сучила, видно с ним, когда вернулся с ордена, тогда поговорим. Играй, играй, рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая цела с ума. Тогда пацанам штат потерян, суманули погубать на сцене, Заводить прогуляс без тени, заливали поцелуй на шее. Капитан Бланк, трабля назад, черный каскад, вижу твой глаз, степ нагоят, мог тебя зад, но ты моя. Тогда пацанам штат потерян, суманули погубать на сцене, Заводить прогуляс без тени, заливали поцелуй на шее. Капитан Бланк, трабля назад, черный каскад, вижу твой глаз, степ нагоят, мог тебя зад, но ты моя. Эти понты покупались в утру, твои мозги затупились к утру. Тогда пацанам штат потерян, суманули погибать на сцене, Заводить прогуляс без тени, заливали поцелуй на шее. Капитан Бланк, трабля назад, черный каскад, вижу твой глаз, степ нагоят, мог тебя зад, но ты моя. Тогда пацанам штат потерян, суманули погибать на сцене, Заводить прогуляс без тени, заливали поцелуй на шее. Капитан Бланк, трабля назад, черный каскад, вижу твой глаз, степ нагоят, мог тебя зад, но ты моя. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится,
в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Para мой друг, пара-пара, para мой друг, пара-пара, para мой друг, пара-пара, para мой друг, пара-пара. Покоя сердце просит, летя за нами дни, para мой сант, пара-пара, para мой сант, пара-пара, para мой сант, пара-пара, para мой сант, пара-пара. Покоя сердце просит, летя за нами дни, para мой сант, пара-пара, para мой друг, пара-пара, para мой сэр, пара-пара, para мой сэр, пара-пара. И каждый час уносит частичку бытия, 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 бытия. А мы с тобой вдвоем, предполагаем жить, 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 жить. Яс. Как раз умрем, как раз умрем, как раз умрем, как раз умрем, как раз умрем. На свете счастья нет. Но есть покой и более. Давно завидными стайцами не доля. Давно устал и раф. Да мысли я поверю, обидел данью трудов. Естествых нег. Para мой друг, пара-пара, para мой друг, пара-пара, para мой сант, пара-пара, para мой сант, пара-пара. Покоя сердце просит, летя за нами дни, para мой сант, пара-пара, para мой друг, пара-пара, para мой сант, пара-пара, para мой сант, пара-пара. Здравствуйте! Эта песня Бабика Мамедрезаева называется «Принцесса». Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорее. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорей. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Никогда не грусти, если даже беда. Улыбнись и скажи, это все ерунда. Пусть раз уйдусь, Настя, обречем с тобой оба счастья. Улыбайся ты почаще, чтобы жизнь наша стала ярче. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорее. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорей. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Спасибо.
Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорей. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорей. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Никогда не грусти, если даже беда. Улыбнись и скажи, это все ерунда. Пусть раз уйдут все Настя, обречем с тобой оба счастья. Улыбайся ты почаще, чтобы жизнь наша стала. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорее. Не надо паники, ведь мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорей. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам. Эй, принцесса, меньше стресса. Это твой любимый хам, никому тебя не отдам, никому тебя не отдам. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатичу, в дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее берется, катится, голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, ей крепко ходу машинист. Скатичу, в дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее берется, катится, голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, вскоре поезд набирает ход. Ну зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатичу, дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее берется, катится, голубой вагон. Каждому лучшее берется, катится, голубой вагон. This entry is for the costume.
Thank you very much, Rajkumar. Thank you very much. That's all, yeah, I think. Yeah, that's all, sir. Big So hands I'm to back to you. Rajkumar, Dr. Rajkumar Yadav. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so Very much. big round of applause. Let's have a very big round of applause to all the participants, to all the Wonderful, performers, wonderful. to all the Yes. entries. Really enjoyed, thoroughly enjoyed. Да. Yes, Kiran ma'am. Хорошо. Уважаемые гости, надеюсь, усталость уже у вас исчезла, да? Наши дорогие студенты, вы молодцы, какие вы талантливые, какой у вас, какой русский язык у вас, какое произношение, какая интонация. И как было все, ну и выразительно было все, да. Мы так гордимся вами. Да, и представляете, что эти все студенты, почти все, 90% студентов 2-го и 3-го курса. Они молодцы, молодцы. Okay, now I invite our esteemed colleagues, respected Professor Varyam Singh and respected Professor Manu Mittal, to declare the results. Professor Varyam Singh sir could not join. Sorry, ma'am. Just to interrupt you. Professor Varyam Singh Okay, sir he's not join. there. Okay, so Yeah. he will be representing both. Yes. And maybe if it will be great, like если вы сказали два слова ваше впечатление. Okay. Yeah, yes, please, yeah, Вот please. первый, Two words. поздравляю тебя. Вот под твоим руководством Центр организует такие мероприятия. Вот как без Достоевского не можно представлять русскую литературу. А Киран молодец всегда, но я не сомневаюсь в том, что ты всегда молодец. Вот как я помню, да, как одна из моих первых учеников, моих первых студентов, я горжусь, и моя гордость. Сону молодец. Вот были такие трудные времена, но все-таки вы организовали и продолжаете организовать такие мероприятия. Вы помогаете всем. Молодец, Сону. И вот все организаторы Центра русских исследований, я поздравляю вас. Молодец вообще. А вот мы с профессором Варям Сингом вот были вот просто в восторге. Нам было очень трудно выбрать, дорогие студенты. Вы все такие талантливые. Вот это был приказ организаторов, чтобы выбрать первое место, второе место, третье место. Нам было, конечно, очень-очень трудно. Но вообще все вы вот как очень-очень талантливые. Еще вот как учеба, это не только в учебниках. Вот понимать культуру, как сказать, и жить культуру, это очень важно. Вот такие рисунки, такие песни, поэзия, это как вот такой вот так выразительно вы все это, вот как это все вы делали. Ну, пожалуйста, но понимаете, что, ребята, самое главное это не чтобы получать призы, самое главное это участие. Но скажите, пожалуйста, и вот
Спасибо вам, что... Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm really becoming very emotional, frankly speaking. Yeah, I'm. Yeah. Um, mm, uh, okay. I just wanted to ask. See, I'm becoming emotional now. I don't have any words to say. I just wanted to know who is going to declare the results. Ma'am, are you going to declare it? Or I'll ask then Dr. Sonu Seni. I'll request Dr. Sonu No, ma'am. Seni. Let the jury, let the honorable jury declare the result. And as we discussed, like will if there is a demand from the audience to listen or to watch the entries, winning entries again, please raise your hand so that we can, while announcing the result, we can replay those entries which won in this competition, in this performance. So we can see Dr. Janani has raised the hand. All right. Even one hand is enough. Okay, so many hands are coming up. So then вот как можно как мы обсуждали, давайте вот профессор Манумител вот произносит, либо расскажет нам результат, и Раджкумар нам поможет, то есть переиграть и перепоказать вот такие номера. Раджкумар, пожалуйста. And there will be a sound special effect created by Rajkumar that will followed by the result. Yes, Rajkumar, please. Вот у меня начнем, да? Вот как... Shash ma'am. We'll start from third position. Here we go with the sound, and now we request you to announce the Chalu Kumari and Soumya Shri. Это третье место. Big hands for Shalu and Soumya. Wonderful painting. Now we are going to announce the second prize in poster. Это Anshupриya и Nimita Arya. Rajkumar. Now the first prize, big surprise. Prachi Raj and Suchanda Majumdar. Now we come to the poetry recitation. We can call not as competition, but we can call it as a performance. And we start with the second prize. Second prize goes to Amlan. Amlan. Я подраствую тоже любительник Афганистану. Малвина Матрасова. Мама не любит папу. Папа не любит маму. Я подраствую тоже любительник Афганистану. Ночью опять ругались, думали, я не слышу. Ветки в окно стучались. Дождик стучал по крыше. Мне было очень страшно. Я понемногу плакал. Не помогала даже плюшевая собака. Как-то уснул, приснилось, что у нас все нормально. Мама опять влюбилась в папу, а папа в маму.
Мы с сестрами гуляли, стекли дождь вечер. Мамочка обнимала папу, смеялись дети и щебетали птицы. Лето, июль в разгаре. Мне это только снится. Утро в осенних море. Мама звенит посудой, кажется, скоро завтрак. Снова не вышло чудо. Может быть, весь завтра. Папа придет с работы, вкусно пахнет морозом. Он принесет мне тортик, маме подарит розы. Мама наденет платье, ногти накрасит лаком. Сядем за стол, захватим плюшевую собаку. Будем есть торт, петь песни. Будет совсем не страшно. Нужно петь песни вместе. Это предельно важно. Нужно смеяться громче и обниматься чаще, чтоб сыновьям и дочкам не было ночью страшно. Чтобы под одеялом крепко прижав собаку, дети бы понимали, что им не нужно плакать, чтоб не услышать фразу детскими голосами. Я подрасту тоже, любить никого не стану. Спасибо. Wait, Rajkumar. Wait, Rajkumar, please. Wait. Yeah. Can we have the next entry? Rajkumar. Sorry. I think we have next, Rajkumar. We have next event. Next. Do you want me to play it, sir? Yes, yes, please. All right. I think it should be song, yeah? Меня зовут Зиншон, и я учусь в университете имени Джавахарлала Неру. И сегодня я прочитаю стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Зимнее утро. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый некой взоре, навстречу северной авроре, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе могла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачнее желтела, и ты, печальная, сидела, а нынче подличи в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ел сквозь и низ зеленеет, и речка подол ладом блестит. Вся комната интанным плеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не велечь ли в санки кобылку бурью запречь. Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навистим поля пустые. Лиса недавно столь густые, и берег милый для меня. Спасибо. Здравствуйте! Сейчас я прочитаю вам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, какие чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бур порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулась тихо дни мои, без божества,
без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении. И вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Спасибо. Now we have the results of songs performances. So third prize goes to Professor Mehta. Alish. Can we have the entry? Меня зовут Алиш. Я изучаю русский язык. Я учусь в университете имени Jawaharlal Nehru в Центре русских исследований на втором курсе. Вот моя песня. Эта песня называется «Без тебя». Мой Господь, я нуждаюсь в совете, мудром, добром совете Твоем. Я хочу выбирать в Твоем свете всю свою ночью и сон не схоньем. Если принять решение скажешь, без Тебя выбирать не решусь. Знаю, если Ты мне не подскажешь, то скорее всего ошибнусь. Без Тебя нет на плечу победы, и труды мои только чита. А с Тобой вижу вечное на небо, ступая земли суета. Без Тебя нет на плечу победы, и труды мои только чита. А с Тобой вижу вечное на небо, ступая земли суета. Спасибо. Second prize in song goes to Professor Mehta. Abhishek Anand shares his second place with Sant Kriti Krishnan. Abhishek and Sant. Can we have their entries recorded? Цветали яблони и груши, поплели тумани над реку. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню завозила, раскипнула сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Вот и песня, песенка девичья, ты лети, да ясным солнцем след. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша бережет. Расцветали яблони и груши, поплели тумани над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Sorry, there is one проблема. Первое место, да. First prize goes to Sant Kriti Krishnan shares first prize with Vidushi Garg. Sant and Vidushi. Dr. Yadav. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. На солнечной поляночке дугою выгнул дыр парнишка, от юночки играет про любовь, про то, как ночи жаркие с подружкой проводить, какие-то лушалки красивые дары. Играй, играй, рассказывай, поляночка сама о том, как черноголязая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама о том, как черноголязая свела с ума. Тогда на берегу грустную парнишка укачал ночную темную слезную сердце предложил. Острые тучи лагодя шутила, видно с ним, когда вернешься, с Арченом, когда поговорим. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама о том, как черноголязая свела с ума. Играй, играй, рассказывай, итальяночка сама о том, как черноголязая свела с ума. So we have a consolatory prize on costume. Professor Mittal. I was given only 3: poetry, Okay, song, and yes, poster. yeah. Vidushi was the single entry in the Okay. this Okay. costume, so that's right. Like,
So Vidushi, So, was she very get? cute, very pretty. Vidushi. Pozdravляем. Sonu sir. Thank you very much, Dr. Yadav. Thank you very much for this wonderful treat which you had today. It's really a wonderful treat, and I really enjoyed it very much. Even I was trying to sing and dance while they were doing so. So it was really great to have this kind of treat after 2 days of sessions, academic sessions, and learning and experiences. Thank you very much, Dr. Dr. Kiran Singh ma'am. Thank you, students. Thank you very much. We are really grateful to you, Professor Manu Mittal, ma'am. We know that you are too busy of a person, but of course you spared your valuable time. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. And thanks for accepting our invitation. You said, when I asked, you said, okay, yes, you are busy, too busy. Thank you, ma'am. And thank you. Yeah, Thank you for inviting, and it's always pleasure, because CRS is a very important part of my life. So whatever I am today, it is thanks to CRS. And for CRS, I'm always available. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, and thanks. Our thanks go to, of course, to Professor Varyam Singh also. And thank you all the colleagues for supporting, for encouraging our students. And thanks, colleagues. Hope all of you enjoyed. Now we will have our valedictory soon. So Dr. Sonu Saini, I think we can start after 10 or 15 minutes, our valedictory session. If you don't mind, maybe we can start right now, because we are all in that festive mood, and I think it will be great to continue with that. Okay. If you don't mind. Okay, fine. Then I think I'll request right now, we will start the valedictory now. I request Professor Arunam Bandyopadhyay, Chairperson, Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, to start the valedictory function with 2 words. Sir, please. Добрый день, уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги и дорогие студенты. Я благодарю вас всех за активное участие в конференции. Я также поздравляю коллеги с Центра русских исследований за успешное проведение конференции. И, конечно, хочу поздравить всех докладчиков. Вы внесли значительный вклад в Достоевское видение. Мне лично эта конференция была очень полезна. Специалисты читали очень интересные доклады. Я многое узнал о творчестве Достоевского, об языке Достоевского и о проблемах перевода Достоевского. I would like to congratulate all the participants, colleagues, and students. It was a challenge for us to conduct this conference in such a difficult time. But we successfully conducted this conference. I thank all the participants for that. I would also like to express my sincere gratitude to my colleagues from the Center of Russian Studies. They worked day and night to make this conference successful. They conducted regular classes and at the same time actively participated in the conference, presented papers, chaired sessions, organized competitions, and enthusiastically supported the center in organizing this conference.
At the end of this month, our center is going to organize a conference for young researchers and budding scholars. The Center of Russian Studies is going to organize another conference in April in collaboration with the centers of two prominent Russian universities, that is Fakultet Международных отношений, Politologi и зарубежного регионоведения, Историка архивного института Международный научный центр изучения Южной Азии, РГГУ and Институт стран Азии и Африки, Московский государственный университет имени Ломоносова. The theme of that conference is transcription and transliteration of proper names in translation. So these are the few examples of our determination to uphold the commitment of our center towards scientific research in the field of Russian studies, in the fields of linguistics, literature and culture studies, and also in the field of translation studies. I once again thank all the participants of the conference and would also like to thank my colleagues, Rumi ji, Mita ji, Ranjana ji, Richa ji, Ajay sir, Minu ji, Nagendra, Ashutosh, Manuradha, Vinay, Sandeep, Yogesh, Radha Mohan, and would also like to thank Kiranji and Sun. And also like to thank the volunteers, Khushbu Roy, Shamse Alam, Vikram Chaudhary. Искренне благодарю вас всех. Спасибо. Kiran ma'am, over to you. Kiran ma'am. Okay, seems there is some issue. Okay, maybe then we can we request Professor Vanjna Banerjee to deliver the vote of thanks. Thank you, Dr. Sonu. Good afternoon. With this, we have come to the last segment of a 3-day international conference on Fyodor Dostoevsky, Beauty Will Save the World. Dostoevsky firmly believed that life would be meaningless without beauty. At the same time, he marked that beauty is mysterious as well as terrible. God and devil are fighting there, and the battlefield is the heart of a man. Beauty here is synonymous to love. Similarly, love is at times mysterious and terrible. What Dostoevsky meant could be explained through the feelings of two of his characters from the novel Idiot towards Nastasia Filipovna. Prince Myshkin was fascinated by the internal beauty of Nastasia Filipovna, and he actually looked up on her, respected her, whereas the other character, Ragozhin, was infatuated by the external beauty of Nastasia Filipovna. Actually, man in the process of degeneration often gets carried away by the external beauty of the world, the beauty which is transient and at times deceptive. Similarly, this kind of love is also transient. Internal beauty is the beauty of the soul, filled with love, compassion, mercy, devotion, and which is reflected in the deeds of a person. And that beauty is absolute. And that beauty can make the world a beautiful place to live. That beauty can bring harmony
in life. Так, мы, конечно, в какой-то мере были знакомы с трудами Достоевского, но эта конференция, бессомненно, расширила наши представления о многогранных произведениях и работах Достоевского, о размышлении его о красоте, та красота, которая спасет мир. Доклады конференции затрагивали разные сферы его жизненных взглядов и исследуемых им тем. От имени нашего центра выражаю искреннюю благодарность почетному гостю Игорю Васильевичу Ружницкому и другим участникам из России и Кыргызстана, уважаемым Ирине Попловской, Геннадию Карпенко, Ольге Леонтович и Лайлиеве Имликан за их весьма интересные выступления. I would like to thank our Registrar Professor Ravi Kesh, our Associate Dean Professor Dhananjay Singh, the Head of the Committee on Culture, Physical and Sports Affairs, Mr. Mikhail Diktyarov, and Professor Igor Ruzhnitsky from Moscow State University for their thoughtful inaugural speeches. On behalf of the center, I would like to sincerely thank Professor Abhay Maurya, Professor Varyam Singh, Professor Charanjit Singh, Professor Manu Mittal, and Professor Nilakshi Suryanarayan for extending their support in conducting the academic and cultural sessions of the conference. Благодарю всех наших докладчиков. Особо хочется поблагодарить наших аспирантов и студентов за активное участие. It was heartwarming to see so many of us scholars from the past and present times presenting the papers on Dostoevsky. On behalf of the center, I would like to sincerely thank our chairperson, Dr. Arunim Bandyopadhyay, and the director of the conference, Dr. Kiran Singh Verma, the coordinator of the conference, for all the efforts they have taken to organize this conference. Thanks to Dr. Sonu Saini for conducting the online conference so smoothly. On behalf of the center, I would like to thank the members of the various committees of the conference, Professor Nasser Shakil Rumi, Professor Meeta Narayan, Dr. Richa Savan, Dr. Ajay Kumar Karnati, Dr. Minu Bhatnagar, Dr. Ashutosh Anand, Dr. Sonu Saini, Dr. Vinay Ambedkar, Dr. Manurada Chaudhuri, Dr. Nagendra Srinivas, Dr. Sandeep Kumar Pandey, Dr. Yogesh Roy, and Dr. Radha Mohan Meena for their significant contribution in organizing the academic and cultural programs of the conference. Thanks to our office staff, Mr. Rupak Kumar, Mr. James, and Mr. Raj Kumar for all the support. A big thanks to all our volunteers of the conference, Shamsi Alam, Vikram Chaudhuri, and Khushbu Rai, and Rajkumar Yadav for all their efforts. Last but not the least, I sincerely thank on behalf of the center all our participants. Thank you. Spasiba. До встречи. Thank you very much, ma'am. Kiran ma'am, over to you. Thank you so much for your closing remarks, Professor Arunim Bandyopadhyay. Professor Ranjana Banerjee, grateful to you. Of course, your vote of thanks was really wonderful. Thank you so much. Сейчас прошу, если из участников, из наших коллег,
прошу сказать, пожалуйста, несколько слов о конференции, о вашем опыте, пожалуйста. Если есть желающие, просим вас и приветствуем вас. В общем-то, я вот хочу выразить кое-что. Самые теплые слова благодарности, во-первых, и поздравления в адрес Аруны Бандупаде. Мне кажется, что несмотря на всякие вот препятствия, так успешно шла эта конференция, наверное, вклад заведующего несомненно. И еще хочу выразить свою благодарность оргкомитета, которые пригласили меня, и я мог высказать свое мнение или то, что я узнал о Достоевском. Благодарю вас всех, спасибо вам. Yeah. I too wish to thank all the organizers. Of course, being a part of CRS, one cannot be out of it, but all the same, I do understand the amount of effort, the amount of perseverance, the amount of painstaking, work it goes into the organization of any conference, especially an international one of this level. We do our part of it, but all the same, I really want to congratulate the chairperson, the coordinator, all the other members of the various committees, and of course, my colleagues who together put in the effort to bring out such a wonderful cultural program, which actually, as Kiran said, it actually brings tears to your eyes to see your own students, your own products. Our generations are growing older and older now, but the generations to come, when you see them, as Ranjana said, reading out papers on what you have taught in the class, on what you have tried to teach them, and the cultural aspect, it just comes to them staying here. We have no vision of what actually life in Moscow is, not being there, not visiting there, but to bring in all that tradition in a place where we are, it is a very, very painstaking work. So it is very heartening, but it is also very, very pleasing, when you are associated with the center for decades together and you see the products and you see your colleagues and you see the fruits which are coming out, as Rumi also said, one after another, like in Russian we say, "Что бы ни стало, наш центр всегда идет вперед." И в будущем тоже, да. Мы всегда с вами будем в центре, не будем в центре, но все-таки наше сердце, да, это наш центр. Наша любовь к центру – это всегда. Это не только сейчас, но и в дальнейшем тоже, да. Всегда будет показать то, что это научные вещи, это культурные вещи, где нам нужно. Мы же будем делать все. Спасибо всем, спасибо за приглашение, да. И еще очень важный факт, что эта конференция показала, что хотя бы любая специальность, когда мы видим, когда мы говорим о языке, или о литературе, или о переводе, то как они все связывают, да? Все связывают все предметы, все субъекты, все знания наши. Это мы не в отдельности говорим, но это в совокупности. Поэтому этот центр различается. Это различается в том, что это интенсивный курс, где мы все наблюдаем на все разные аспекты. Это очень четко было выражено с нашей любовью к Достоевскому при переводе, при языке и при чистом литературном произведении.
Поэтому большое спасибо всем организаторам и нашей секции и центру. Спасибо большое. Спасибо большое, профессор Виднанарайн и профессор Наташа Киль-Руми, за ваши, конечно, добрые слова, вы добродушные. Спасибо большое. И я, конечно, всех вас поздравляю. Вы же тоже всегда поддерживали нас. Да? Самое главное это. Поэтому мы могли организовать. Сейчас я приглашаю Людмилу, уважаемую профессор Людмилу Карпенко. Пожалуйста. Уважаемый оргкомитет международной конференции, посвященной творчеству Достоевского, дорогие коллеги из университета Джавахарлала Нехру и дорогие специалисты из Русского центра, сердечно благодарим вас, я и мой супруг, профессор Геннадий Карпенко, за возможность участвовать в вашей прекрасной конференции. Она была проведена на очень высоком уровне и была проведена с таким вдохновением, с таким интересом к русской культуре и к творчеству Достоевского, с такой неподдельной любовью, с искренней, сердечной заинтересованностью к педагогической работе, с таким вниманием к студентам и аспирантам. Мы просто очень тронуты, и мы видим большой пример вот в проведении вашей конференции, как вы работаете и на международном уровне, и со своими студентами. Сегодняшний концерт был просто прекрасный. И вот все это было сделано с такой красотой, о которой действительно можно сказать, что она и спасает мир. Спасибо вам большое. Спасибо большое, профессор Людмила Карпенко. Спасибо вам большое. Если есть еще желающие, пожалуйста, мы ждем. Все. Хорошо. Спасибо всем. Over to Dr. Sonu Saini. Thank you very much, ma'am. I think it was a wonderful experience. And sorry, my battery of the laptop is dead. So I have to come back to my car and to continue with the program. So that was really a wonderful experience. And I think we all learned a lot from this conference. And if any other participant, any other colleagues, students, they want to share something, maybe any feedback that will help us in our further programs. So you can directly unmute your mic and say if you want to say something, or we can move forward to have a photography session. I would request our volunteers Shamse and Vikram and Khushbu to prepare your camera, because I'm now without camera. So be prepared with that. Meanwhile, if somebody wanted to say something, like Sant, you wanted to say something? Sant, आप कुछ कहना चाहते हैं? Unmute कर लीजिए mic. Sant, you need to unmute the mic. हाँ. Yes, sir. Okay. Отлично. Powering on. Hello. Yes, Flushan Center. Yes, sir. Thank you so much, sir. We all, our family, this is my brother. We all are watching. Actually, he was trying to say something that we all were watching all the cultural program. Good evening, sir. I'm feeling very proud on him that listening any very sweet language, which is
not Indian, but Russian, but very sweet language. And very frequently in the language of Russian, he is speaking a song. It is very proud moment for our family. And thank you so much to all the team of CRS for giving this opportunity to my younger brother. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. What's your good name? Viraj. What's your good name? Ravi Raj. Ravi Raj. Thank you, Ravi. We are also proud of Sant Kriti. He's a brilliant student and he's really very active in all the programs. So thank you very much for having him in JNU. Thank you, sir. Thank you. Any other participant, any other student or maybe member of organizing committee? Okay, then maybe we can just move ahead. Is Professor Mitanara, you want to say something? Okay. Okay. So we can have now photo session. I would request everyone to please turn on your camera at least for a minute so that we can have a good photographs for memory. We know that this is a very difficult time, and of course, we were willing to have this conference offline mode, but because of the current situation, it was not allowed. So let us have these virtual memories at least for life. So I can see, people are turning on their camera. Yes. We can see a smiling face of Professor Neelakshi Suranarayan, ma'am. Yeah, that's great. It's great to have a smiling face. Yes, we can see that. Right, Professor Ginaji Karapienka, do BGM, Vladivas Vijay. Oh, Abhishek Anand, and there is someone more is behind him. Roshan, sir. Subhanshu. Roshan, sir. Roshan, Roshan. Okay, nice to see you, Roshan. So now we'll count 1, 2, 3, and then we'll smile and have a photograph. Vikram and Shamse and Khushbu, please be ready. Ras, Dwa, 3. Wonderful photograph. One more. Ras, Dwa, 3. And the last one, the last screen. 1, 2, 3. That's great. So now we can have a big round of applause to our chairperson and our coordinator, Dr. Kiran Singh Verma, for their wonderful work, and of course to the whole organizing committee as well as participants and chairs, speakers, and performers in the cultural program. We can try to unmute everyone, and then we can have a big round of applause before closing the program. Поздравляю всех с успешным закрытием нашей конференции. Спасибо всем. Спасибо и вам всем спасибо. Да, спасибо всем, да, спасибо всем, да, спасибо. Congratulations, big achievement during this time. Congratulations to the entire team CRS. Well done. Yeah. Spasiba, Dr. Shivaji Bhaskar. Yeah. And thank you, Shivaji. Thank you very much. So with the permission of the chair, can we close the Yes. До встречи. До встречи. До свидания. До свидания. Берегите себя, себя, пожалуйста. Берегите себя. Немножко отдохнуть, да, чтобы были готовы для будущих программ. Да. До свидания. До свидания. До свидания. आपका काम तो चल ही रहा है. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.